мне пришлось работать во всех горячих точках. В Карабахе, в Баку, в Сумгаите, в Вильнюсе. Телецентр Баку брала группа «Альфа», до этого приземлившаяся на личном борте председателя КГБ Крючкова на аэродроме Насосна. Приблизительно то же самое мы наблюдали в Вильнюсе возле телецентра. К весне 1991 года по окраинам Советской империи в республиках уже все понимали, что власть Москвы слабеет. Образовывались национальные движения, которые выступали за отделение от Союза. И Кремлю то и дело приходилось подавлять эти настроения силовыми методами. А поскольку других механизмов как-то остановить или хотя бы затормозить развал Советского Союза уже не оставалось, то Горбачеву приходилось полагаться на силовые ведомства. И власть закономерно потихоньку перетекала от него к консерваторам, к более решительным силовикам и, конечно же, в первую очередь КГБ СССР. Мы прекрасно видели, каким образом КГБ СССР становится отвязавшейся пушкой. Помните, у Виктора Гюго в 93-м пушка отвязывается и уже неуправляемо начинает пробивать борты корабля. В мае-июне месяце 91 года со стороны правительства советского и более активно со стороны силовых ведомств начали публично высказываться идеи так называемых чрезвычайных обстоятельств, чрезвычайных решений. Тема чрезвычайщины, она жила не только в умах Павлова, Крючкова, Пуга. Были попытки ее обсуждать на трибуне Верховного Совета СССР, на съезде СССР. Еще в феврале собирались, Горбачев сам заговорил, что сложилось чрезвычайное положение. Ну, на самом деле таким было. Уже тогда стали думать, каким образом из этого выбираться. У нас сегодняшнее заседание по обсуждению тех двух вопросов, о которых я сообщал в телеграмме. Первый из них – обсудить комплексы вопросов, связанных уже с подготовкой союзного договора. И в связи с этим мы с вами... Очевидно совершенно, что тот компромиссный проект союзного договора, он очень многих со стороны традиционалистов, консерваторов не устраивал. Назарбаев и Ельцин так достаточно твердо сказали Горбачеву, что он окружен людьми, которые абсолютно не собираются ничего реформировать, и, в общем, они, по сути, являются тормозом будущих изменений. И Горбачев сказал, что да, он это понимает, он собирается менять, в том числе и руководителей силовых ведомств. Этот разговор был записан, и, видимо, для Крючкова было понятно, что он в новом будущем государстве может не сохраниться. Для Крючкова, прежде всего, для Лукьянова Анатолия Ивановича, это был такой звонок или даже удар в колокол. В новом союзном договоре не будет КГБ в этом виде, не будет силовых структур в этом виде, следовательно, не будет Крючкова и всей этой кампании. 19 августа мы увидели фотофиниш.
Путч 91 года застал нас в Архангельском. Это такой небольшой поселок под Москвой, где были дачи руководства Российской Федерации. В 6 утра у нас на даче зазвонил телефон. Я взяла трубку, звонили с папиной приемной, сказали, что там захват власти и срочно включите телевизор. Папа сразу сказал, что это переворот. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР вице-президент СССР Янаев. 19 августа 1991 года. Когда все собрались у нас на даче, стали писать обращения к россиянам. По Ленинскому проспекту в сторону аэропорта Внуково вышла из Москвы Таманская дивизия. К Белому дому по Кутузовскому и Калининскому проспектам стягиваются танки. Было понятно, что потребуется обращение к народу, к военным в первую очередь, потому что это все признаки военного переворота. Было понятно, что президент СССР отстранен от должности незаконно, следовательно, действия тех, кто провозгласил себя Государственным комитетом, неконституционно. Готов было воззвание. Что делать? Борис Николаевич говорит, ничего не будем раздумывать, едем на рабочее место. Мы уже знали, что по территории Архангельского стоят автоматчики. Наша охрана, она была немногочисленна, но у всех наготове автоматы. Вот это, конечно, страх наводило и на нас, и на детей. Но папа все-таки решил поехать в Белый дом, хотя и охрана говорила, что, возможно, он не доедет туда живым. А Белый дом тогда это была резиденция президента и правительства, и Верховный Совет. Нас человек 12 было в здании Белого дома. Подъехал Хасбулатов, потом мы собрали Верховный Совет, объявили действия ГКЧП незаконными. Затем приехал Ельцин. Идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев. Как я был счастлив. У меня штаб был в гостинице «Москва», 7-й этаж, и мы даем ТАСС. Высший совет ЛДПР полностью поддерживает создание ГКЧП и перечень тех мер, которые объявлены. Почему ГКЧП заглавной буквой Государственный комитет по чрезвычайному положению? То есть они создали Государственный комитет по чрезвычайному положению, председателем которого был объявлен вице-президент Янаев, и они объявили, что вот, дескать, Горбачев болен, власть перешла к ним. – 19 августа 1991 года ГКЧП победил во всей стране, кроме Москвы. Ведь я просто знаю, как собрались выполнять указания ГКЧП и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. Выступило бюро Центрального комитета Компартии Латвии и бюро Рижского горкома партии. Цитирую. «Принятые руководством страны меры по предотвращению развала СССР и выходу из кризиса являются конституционными и крайне необходимыми». Телеграмму в поддержку ГКЧП прислал Гамсахурдия, который уже вывел было Грузию. Мы видели, как по телевидению поддерживает ГКЧП председатель Верховного Совета Украины Кравчук. Я скажу эту сакраментальную фразу. Ведь то, что произошло, оно должно было произойти.
В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего кризиса. Ну, лично я это восприняла очень и очень положительно. Я вообще считаю, что это сделано довольно-таки поздно. Вся исполнительная власть практически в Советском Союзе развалена. Так что введение этого чрезвычайного положения, это, я считаю, своевременно. Во всяком случае, в последнее время остро чувствовалось как бы отсутствие власти. Что можно сказать об этом указе, вот об этом комитете? Я лично в какой-то степени чего-то такого уже даже с желанием ждал. Узнав о том, что к Москве идут танки, приехали к Белому дому. И оказались там ровно в тот момент, когда со стороны набережной пошел танк, перед ним несколько раз пытался упасть какой-то мужчина, значит, в белой рубашке, отбегал и падал, отбегал и падал. Человек мешает танку проехать, прямо ложится под гусеницы. Танк идет, он упирается в него руками. Ну, вообще, бред какой-то. Но остановили колонну. Вылезли мужики из своих амбразов, этих вот люков. Я говорю, откуда? Мы таманцы. Я говорю, какого хрена вы сделаете в Москве-то? Ну, нам приказали. Посмотрите на людей, что делать хотят с нами. Поворачивайте обратно. Где поговорили? Нормально. С народом воевать не будем. А с кем? А зачем вы приехали сюда? А где у вас тут противник? Тебе сейчас приказ, ты будешь стрелять. Не буду я стрелять, пока нет у меня патронов. Ну зачем танки в Москве? Понятно, солдаты, срочники, вот с их мироощущением, представить, что они будут стрелять в людей, было нельзя. Кроме того, представьте, что такое танки, БТРы, стоящие в переулках московских улиц. Солдат надо кормить, солдату надо иметь где-то туалет. Отойдите, я говорю. Отойдите. Отойдите, не надо ругаться. Все забито народом. На танках, значит, сидят девчонки, дают танкистам цветы там, кто-то их кормит какими-то пирожками, кто-то еще чего-то. Пацаны, наберите, ну, я зовут. Берите, пацаны, ну, разрешил даже. Никаких движений не делают расположившиеся вокруг Белого дома вооруженные силы, танки и танкисты. Вывод напрашивался, что у них нет приказа. Это самое главное. А косвенно это говорило о том, что у ГКЧП не было утвержденного плана действий. Боекомплект вашей машины входит боевые или холостые снаряды? Боевые. Полный боекомплект. А какие-нибудь указания на случай непредвиденных обстоятельств были? Не было. То есть как действовать в этом случае вы не знаете? Нет. Спасибо. Им было приказано вот прийти, взять угрожающее положение и ждать дальнейшего приказа. Вот так было. Ну, началось уже вот это наше сопротивление. Узнав о том, что мы прибыли, люди начали собираться. В принципе, нас тепленькими можно было взять. Это я уж как бывший директор ФСБ и МВД могу сказать вам. Сразу утречком, что называется, 19 августа. Звоню помощнику. Я говорю, набери телефон. Первый Кремлев. Набирает, работает. Второй работает. Я говорю, городской работает. Я говорю, Анатолий, запомни, самый бездарный сержант Банановой республики знает, если собираетесь что-то делать, надо минимум отрезать связь и посадить под домашний арест тех, кто готов сопротивляться. Ни первого, ни второго, ни третьего не сделал. Позови молодых офицеров. Всем стоять, молчать всем. Вечером начнем расстреливать. Вот расстрельные списки. Не выходить никому на улицу. Все арестованы считаются. Все организации распущены. Парламент распущен. Горбачев арестован, при оказании сопротивления убит. Ельцин убит. Все вы поняли? Власть пришла в чьи-то руки. Ничего нету. Они закончили? Прибегает помощник Коржакова и говорит: вот там два экипажа, ребята, значит, открыли люки и разговаривают с людьми.
Ельцин встрепенулся, говорит, как разговаривать? Ну, вот так разговаривать. Да? Очень хорошо, интересно. Я иду туда. Борис Николаевич, куда иду? Вы единственная опора в этой ситуации, и мы будем вас беречь. Нельзя туда ходить. Это риск. Необходимо было вот той толпе, которая собиралась у Белого дома, хоть что-то, вообще говоря, сказать. Ну, разные были варианты. Там с балкончика выступали, кто-то что-то кричал, там еще что-то. Выходим на балкон. Ну, также секундный какой-то там взгляд. Нет, все, давайте мне текст воззвания, обращение к народу, я иду туда. Все это двигалось как муравейники. Потом вдруг я увидел, что Ельцин в сопровождении там кучи охраны вот, выходит на улицу. Вот, и мы тоже, как депутаты, с ним пошли. Спустились с 6-го этажа с кабинета Ельцина. Я, Силаев, Полторанин, Ельцин, там Бурбулис, там его охрана. Идем, подходим. Я понимаю так, что когда вот мы туда шли, это несколько минут, у него уже как бы сложился образ. Он уже увидел эту ситуацию в совершенно другом измерении. Сразу забирается на танк. Ну что делать? Залезаем на танк. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Он был неплохим оратором. Когда он хотел, был в заводе, он говорил хорошо. Давайте будем держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. Нет. Ощущение парадоксальности ситуации, при которой безоружный человек в пиджаке и галстуке использует танк в качестве трибуны для того, чтобы высказать свое крайнее возмущение действиями путчистов, говорит о государственном перевороте, и его заинтересованно слушает танкист, которого прислали этот переворот, собственно говоря, осуществлять. Я думаю, что это информационно, конечно, был очень сильный удар, потому что это разнеслось очень быстро. This is an NBC News special report. Crisis in Moscow. Все мировые информационные агентства. Jonathan Sanders reports live from Moscow. The president of the Russian Republic climbed onto a tank outside his office building to denounce Весь день 19 августа прокручивали эти кадры. President Boris Yeltsin used a tank as a platform. Такое развитие событий вызывало... He told his people to resist what he said was a right-wing coup. Ельцин, которого объявили вне закона, Boris Yeltsin said he believed the Soviet president... который взял под защиту Горбачева, изолировал, во всеуслышание и своему народу, и всему миру говорит, что преступники будут наказаны. Four men who seem to be the driving force behind this coup are also four of the most powerful men in the country. А мы не подчиняемся их злой воле. But at this hour, the hardliners who engineered the overthrow appear to have physical control of the capital. Михаил Сергеевич Горбачев находится сейчас на отдыхе и лечении в Крыму. Действительно, за эти годы он очень устал, и требуется какое-то время для того, чтобы он поправил свое здоровье. На пресс-конференцию пресловутую несчастного этого ГКЧП я попала очень просто. Мы приехали как-то почти раньше всех, поэтому мы сели на каком-то втором-третьем ряду. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. Все с похмела, сумасшедшие, у всех вот мандраж. И когда им стали задавать вопросы, прямые уже, да, такие,
Они жалко выглядели, клянусь. Вот в то время они понимали, что они натворили. Знаете, бывает, вот сделаешь не то, потом жалеешь. Вот они так вот выглядели. У бедного Янаева затряслись руки. Уже было понятно даже к моменту пресс-конференции, что это достаточно самодеятельная акция, абсолютно не продуманная, ни стратегически, ни тактически. У меня был особо безобидный такой умильный вид. Такая молоденькая, кудрявенькая такая улыбка. Вот поэтому какой-то вот неумелый чел, который вел их пресс-конференцию, дал мне слово. Письма газеты Малкина. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Я не могу вам передать, до какой степени неубедительно и саморазоблачительно они выглядели. Уставшие люди с серыми помятыми лицами, бегающие глаза. Что касается вашего утверждения, что сегодня ночью совершен государственный переворот, я позволил бы не согласиться с вами, поскольку абсолютно все юридические и, так сказать, конституционные нормы были соблюдены. В 17 часов 20 минут мы находимся на Краснопресненской набережной. Включили свою камеру без особой надежды попасть сегодня в эфир. Вы видите, как ведутся работы по построению баррикад. Для нас самое главное, когда люди собрались вокруг Белого дома, этот поток не кончался, люди приходили, и из заборов, картонных коробок, камней сооружали баррикады, деревянные и прочее. Я так понимаю, что и ночью будете здесь? Да, конечно, будем. Без сомнения. Хлеб запасли. Все. Ничего, мы без хлеба продержимся. Да, без хлеба проживем. В ход шло все абсолютно подряд. Это были автомобили, которые бросили на парковках люди, работавшие в Белом доме. Это были фонарные столбы, это были какие-то куски ограды, арматура со стройки. Это были скамейки со стадиона, который находился неподалеку. В общем, это было все подряд. И вы не вмешиваетесь? Это не нарушение порядка. А что это, по-вашему? А это энтузиазм. Времен французской революции, Кромвеля, там, допустим, там, английской. Вот так, видите. Будем так считать. Это народ, понимаете, это народ. Народ, он вправе сам решать свою судьбу, он это делает. Это был какой-то удивительный такой слиток из совершенно разных людей, которым друг другу ничего не надо было объяснять вообще. Они понимали, что они делают, почему они здесь и что им предстоит. Смотрите сами по обстановке. В случае чего мы должны полностью стоять. Вот. Не допускать, чтобы прошли хоть кто-то к зданию. Потому что сейчас в этом здании для нас все. Вопрос о штурме Белого дома был решен. Была разработана операция, получила кодовое название «Гром». Она должна была осуществляться силами спецподразделений КГБ «Альфы», подразделениями десантников, и принимали участие и подразделения внутренних войск. Было совершенно понятно, что если что-то начнется, то сначала пройдут через людей, которые стояли внизу. Людей было огромное множество. Мы видели, что мы окружены со всех сторон. Мы вот разговаривали, ну и что мы будем делать, ребята, если начнут действительно наступление? Подходит из штаба инструктор и советует: ребята, если начнется штурм, вы просто стойте и пытайтесь их не пускать. Никаких арматурин, никаких драк, потому что вас поубивают.
парни в такой специальной камуфляжной одежде ходили по кабинетам и нам рассказывали. Так, вот если будет брать штурмом Белый дом со стороны, скажем, моста, то вот мы около окон поставим диваны, перевернем их. И вы вот за эти диванные подушки ложитесь, чтобы вас не поранило стеклами. Но нас предупреждали, что если Альфа будет штурмовать, то мы должны не оказывать никакого сопротивления, открыть дверь комнаты и желательно всем лечь на пол. Я прекрасно понимал, что это 15, 30 минут, и все будет кончено, если будет дана команда зачистить Белый дом. И никакие тут сопротивления, никакие там люди, значит, с горящим взором, значит, на защиту вставшей России ничего не спасут. И всех, в общем-то, ждет серьезная участь, если будет дан такой приказ. Вбегали все в кабинет к Ельцину и говорили, что Борис Николаевич, Мане все пропало, вот идут танки по Ленинскому проспекту, идут танки по проспекту Мира, идут еще танки, взяли карту Москвы, там повесили. И каждый считал своим долгом Ельцина напугать. Депутаты, собравшись и там в замкнутом пространстве, они, конечно, сами себя подстегивают, и эмоциональный накал, конечно, резко возрастает. Там вспыхивают всевозможные идеи, там то одно, то другое. А что будет и как? Постоянно какие-то долетали слухи, потому что информации не было. Идет колонна техники. Не идет, остановилась. Да по другому шоссе идет. Нет. Вот там на крыше напротив появились снайперы. Да нет, это не снайперы, это какие-то телевизионщики. Вот все вот так это все происходило. Я человек штатский, и я сидел вот как раз в Белом доме. И, значит, к нам вошел, там сел несколько журналистов, к нам вошел человек в камуфляже и сказал: ребята, напротив снайпер, сели бы вы под стол. И вот тут я физически почувствовал, что как-то мне нехорошо. Я подошел к окну, и мне тоже оговорили: Сергей Александрович, отойдите, потому что с гостиницы Украины снайперы могут стрелять. Я только отошел, и в это время раздался выстрел. Я так еще сзади оно произошло, понять не могу ничего. И вдруг из-за стены, значит, голос: извините, нечаянно нажал на курок. Какой-то милиционер нечаянно нажал на курок, а все сидят с оружием в руках. Напряжение, конечно, жуткое совершенно было. Мы пьем кофе, и говорим: ребят, нет ни у кого сахара. Мне один парень говорит: у меня есть сахар, но я тебе не дам. Это может быть последний кусок сахара в моей жизни. Когда Крючкову говорили, что да что мы будем делать, штурмовать Белый дом, там же там тысячи людей. Крючков не верил, что огромная масса людей может защищать в его восприятии Ельцина. А люди-то защищали не Ельцина. Они выходили против той старой политики Советского Союза, они были за преобразование, они защищали Белый дом и там российских депутатов как место, откуда они ждали новых реформ и нового преобразования. Надежда была у ГКЧПистов на психологический эффект. Что куда они денутся? Разбегутся, как миленькие, когда увидят мощь армии, мощь режима. Ну, честно скажу, я из тех поколений. Генетический страх перед системой сидит и будет даже до конца жизни сидеть. Но, тем не менее, это уже было другое время. И пришли вот эти 200-250 тысяч другие люди. Если бы они были вот со страхами перед системой, они бы не пришли. Сейчас 20 минут 8 вечера 20 августа. И обстановка резко изменилась. То есть, если еще пару часов назад люди ходили возбужденные, с оптимистическим настроением, сейчас все ходят очень озабоченные. Вы видите, вот там медпункт, туда подвозят медикаменты, раздают вот такие повязки, их смачивают содовой водой, предполагается, что они будут защищать от газовой атаки. Вот представьте вечер 20 августа. Белый дом освещен, как елка новогодняя. Внутри по коридорам бегают какие-то люди,
и депутаты, и люди в военной форме, или какие-то священники с автоматами. Там же был батюшка, и не один, в Белом доме. И, кстати, интересно, что те люди, которые находились в Белом доме, особенно военнослужащие, милиционеры, они просили их крестить. То есть они приходили к батюшке и говорили: батюшка, вот я не крещеный, но понятно, что как бы последний бой, будьте добры. И действительно крестили там людей. Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причается раб Божий имя. Владимир, во оставлении грехов его и жизнь вечную. Аминь. Куда ты вперед? Тело и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причается. Совершено тягчайшее государственное преступление. В этой связи я хочу обратиться ко всем военнослужащим, сотрудникам МВД и КГБ. У вас есть только одна возможность сохранить честь и человеческое достоинство. Это не исполнять преступные приказы, не проливать крови. Я горжусь за свою страну. И это со мной, к сожалению, не бывало часто. Потому что я знал, что эта страна изгнала таких людей, как... Бегом, перейти камеру, еще там начинается подъезд. Пойду подъезд, там наш подъезд. Свет в Белом доме был полностью погашен, потушен, чтобы не могли видеть его, бомбить там или еще что-нибудь, потому что все-таки опасались, что будут брать штурмом Белый дом. А ночью врывается ко мне в кабинет Коржаков и говорит: Руслан Иванович, бегом к президенту. Я думал, что-то страшное случилось. Так, бегу, прибежал к нему, в кабинете пусто, Коржаков уже там стоит, там так вот, через дверь туда вниз лифт. Так, я на лифте спустился, так, а там у ЗИЛа расхаживает Ельцин, его охрана, еще там помощники. Он мне сразу: Руслан Иванович, все, мы, говорит, едем в американское посольство. Через час нас будут здесь громить, нас приказано арестовать или убить. Я не стал даже спорить. Я говорю: Борис Николаевич, я говорю, вы правильное решение приняли, езжайте в американское посольство, а у меня здесь 500 депутатов. Врет он, как силой мерен, прям, я так вот и хочу сказать. И то, что Хасбулатов вот заявлял, что Борис Николаевич там в американское посольство должен был уходить. Никуда он не собирался уходить. Это не тот человек, Борис Николаевич. Ну что, вот сейчас вот у нас проходило совещание Совета обороны Республики. Вел это совещание президент Российской Федерации. Борис Николаевич ясно, четко сказал: мы, говорит, находимся в этом здании с одной целью – защитить суверенитет республики. У нас нет танков, у нас нет самолетов, у нас нет армии, но у нас есть демократическое сознание и уважение к собственному народу. И поэтому мы из этого здания не уйдем. Это я его удержал. Я сказал: слушайте, говорю, это что, стыд и срам? Я говорю: вы что? Нажал эту кнопку лифта, сел, поднялся. Иду к себе, у самого голова, вы знаете, вот так. Думаю, что будет, что скажу я людям. Так, сейчас же он поедет в американское посольство, там сообщат на весь мир. И в это время раздается звонок с его кабинета. Я думаю, кто там хулиганит с кабинета? Ельцин: Руслан Иванович, вы отказались, и я не захотел. Я пойду командовать в подвал. Вот так он из подвала командовал, когда мы занимались вот этими делами. Такие выдуманные вообще факты по поводу этой ночи, как будто Борис Николаевич ходил там в американское посольство, еще какая-то ерунда, на машине вывозили, да никуда его не вывозили, мы просто с 20 на 21 мы вместе с ним спускались в подвалы Белого дома. Там были созданы такие огромные подвалы, которые были, стены обиты все металлом, какие-то, видимо, там были продукты приготовлены, связь была вся, кстати, с внешним миром. Все басни о том, что Ельцин дрожал, как осиновый лист, что он, значит, искал какое-то пристанище в американском посольстве. Это все болтовня, это все ложь. Борис Николаевич в этот период вел себя очень мужественно. Вообще, надо сказать, что есть политики, которые чем напряженнее ситуация,
Чем она более такая нестандартная, тем они энергичнее, лучше работают. Вот Ельцин из этой среды. Вот из этой среды. То есть он работал очень сосредоточенно, он очень много, так сказать, и сам писал текстов. Он связывался постоянно с той стороной, у него были переговоры. В результате на штурм Белого дома члены ГКЧП так и не решились, потому что, я думаю, они испугались пустить кровь, увидев такое массовое сопротивление людей. Они поняли, что народ не поддержал их действия, но в ночь с 20 на 21 августа в одном из тоннелей в Москве при передвижении танковой колонны случайно погибли 3 молодых человека. И, конечно, это трагическое событие полностью изменило ситуацию. Когда произошло столкновение в туннеле, ну вот уже тут поняли, что кровь никто не хочет. И все. Эта кровь 3 ребят, вот она оказалась той самой чашей, из которой испили все. Утром, когда Язов сказал, что он принял решение министра обороны, собрал свою коллегию, значит, и принял решение о выводе войск. Нужно сказать, что все-таки чувство чести и нежелание доводить до кровавого столкновения у Язова было. Язов не провел через ГКЧП, а единоличным приказом вывел армию из Москвы. И это предопределило провал путча. Войска – это единственная зримая составная часть ГКЧП, которая присутствовала. Вот наша власть, вот мы ГКЧП, вот наши войска и танки. Она уходит из Москвы. Вот тут это было еще не поражение, но больше ресурсов проводить политику эту у них уже не оставалось. Поздравляю, братцы! Доброе утро! В то время, когда войска уже покидали Москву, стало известно, что Янаев и еще несколько человек из ГКЧП едут во Внуково. Группа преступников улетела туда тайно, поэтому есть опасения, что с Горбачевым они могут сделать все, что угодно. Есть вариант, то, что они его привезут сюда. Есть вариант, то, что они могут с ним, соответственно, провести медицинские эксперименты, что человек будет невменяем. И третий вариант – сбежать за границу. Поэтому наша задача – помешать им это сделать и привезти сюда Горбачева. Из Внуково стартовал еще один самолет. На его борту находились Александр Рудской, Иван Силаев, Евгений Примаков, Вадим Бакатин, а также около 30 вооруженных офицеров внутренних войск МВД на случай непредвиденных обстоятельств. Рудской – это вице-президент России. Еще ряд там российских депутатов полетели в Форос для встречи с Горбачевым. И туда прошла команда и морская пехота в аэропорту Бельбек в Крыму. Залегла прямо вдоль полосы. Выставили БТРы, поставили пулеметы и получили приказ не допустить людей, которые летят к президенту. Захватить тех, кто прилетает на этом самолете. Когда мы летели в Форос, воздушным движением нашим никто не управлял. И тоже, понятно, система ПВО есть.
чем мы могли закончить. Я читал воспоминания командира морской бригады. Ему поставили задачу при заходе на посадку нас сбить. И уже пока туда самолет летел, шли активные переговоры, и уже самолет чуть ли не заходил на посадку, когда люди, которые были там, получили приказ «отбой». Прилетели туда, на входе на дачу стоит Язов Дмитрий Тимофеевич, вот, Крючков Владимир Александрович. Я говорю, а что вы здесь стоите-то? Он говорит, нас не пускают. Я пришел, Горбачев такой весь небритый, взъерошенный. Вот видишь, у меня связи нет. Меня вот тут заблокировали. Я его выслушал и говорю, Михаил Сергеевич, а давайте так, заканчиваем это все. И полетели в Москву. Он говорит, да, надо лететь. Я, говорит, на своем самолете? Я говорю, нет, вы полетите на моем самолете, потому что я не знаю, что с вашим самолетом. Может, там заложили мину, может, что-то еще. Мой самолет находится под охраной. И он сел на этот самолет вместе с Раисой Максимовной, с внучкой. И на этот самолет взяли Крючкова. И не скрывали, что мотив такой, а мало ли. Это огромная страна, где нити управления никто же не отстранял еще, ни председателя КГБ, ни министра обороны. Можно было ожидать все. Три дня наша страна прожила в страшном напряжении, в огромной тревоге за своего президента, за свое будущее, за судьбу демократии. Что вы можете сказать вот в эти первые, самые первые минуты на советской, извините, на московской земле? Я очень волнуюсь. Самое главное, все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. И вот вражеский голос сообщает, что полетели эти орлы к Горбачеву, а на обратном пути они арестованы. И вы не поверите, вот в эту секунду остановился дождь, и вышло солнце. Вот как бывает, говорят, чудо православное. Вот это было что-то невероятное. Вдруг небо над Москвой разъяснилось, появилось солнце. Тогда мы говорили только так: мы победили. Поразительно, что, пожалуй, впервые в нашей истории вот так получилось, что хорошие победили. Но мы себя считали хорошими, естественно. В Москве в 20 часов произведен праздничный салют из 21 артиллерийского залпа. 5 артиллерийских установок были развернуты на площади Свободной России и 5 на территории Кремля. Огромное спасибо всем россиянам за то, что Россия спасла демократию, спасла союз, спасла мир. Вашим оружием была огромная воля защитить идеалы свободы, демократии и достоинства человека. Вот те люди, которые стоят здесь, которых сегодня нет вместе с нами, которые отдали жизнь за демократию. Это Великая Русь. Спасибо вам, дорогие! Сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг.
Уважаемые народные депутаты, я хотел бы проинформировать о работе, проведенной правоохранительными органами России по тем последствиям, которые наступили в результате заговора и какие меры к ним приняты. После того, как из Фароса прибыл самолет, в аэропорту был задержан Крючков, на другом самолете прилетел Язов и Тизиков. Они также арестованы, сейчас идут их допросы. В кабинете бывшего вице-президента Инаева закончен обыск. Он доставлен в прокуратуру России, где идет его допрос и выдана санкция на его арест. К сожалению, не удалось завершить операцию, и вот час назад при попытке войти в квартиру министра внутренних дел СССР Пуга он покончил жизнь самоубийством. В тот момент, когда мы подъехали к дверям квартиры, значит, мы долго не могли дозвониться. Когда все же двери нам открыли, Пуга был еще живой, но уже был тяжелый. Вызвали мы скорую помощь. Жена тоже была тяжело ранена. В узком кругу семейном они за день, за два обсуждали возникшую проблему. Значит, и он высказывал такую мысль, что я в случае еще жить не буду, я уйду. И якобы даже жена ему на это сказала, что, ну, Борис, если вроде бы ты уйдешь, то и я, значит, это сделаю. Вот, и, конечно, очень жаль. Но это был человек со своими принципами. Не сомневаясь в том, что они действительно нарушили Конституцию, законы, но надо отдавать отчет, что они, в принципе, защищали свои убеждения, свою веру. Они были изначально уверены и убеждены, что советская система может быть сохранена, и у нее есть через вот эту чрезвычайность возможность быть, ну, то ли отремонтированной, то ли подлеченной. Я переживаю все случившееся, ну и мне представляется, что я в своей жизни ничего не сделал такого, за что могла бы Родина обижаться на меня. Я надеюсь, что будет беспристрастное разбирательство, и с учетом всего будет вынесено оптимальное решение отчета, что позволит мне и дальше работать в условиях свободы и приносить пользу своему Отечеству, интересы которых для меня все. Собрался народ вокруг памятника Дзержинского. Микрофон появился, и все выступают. Ну и настроение такое, что памятник надо валить. Там, значит, уже какие-то ребята веревки закидывали, там тянули, там, эй, потянем. Я говорю, подождите, я сейчас поеду, привезу бумагу о демонтаже памятника. Через полчаса с бумагой, где написано «демонтировать памятник», возвращаюсь туда, на площадь. Памятник Дзержинскому является символом органов ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, сыгравших преступную роль в истории народа в России, демонтировать памятник Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. Приехали туда трейлеры, но монтажники там работали, вся толпа, конечно, затаив дыхание. Что-то долго не получалось, потом, наконец, под крики громкие фигура пошла вверх, сняли ее с постамента, погрузили на трейлер, увезли. Но потом выяснилось, что вот в самом здании на Лубянке в это время очень много народу было, свет не горел, но там было много народу, и они были готовы к тому, что если будет штурм, то они бы защищались. Подготовка к ГКЧП началась сразу же после отъезда Горбачева 4 августа. Он уехал в Фарос. Нас всех в середине августа отправили в отпуск. Говорят, в декабре будет съезд, идите отдохните, а потом будем съезд готовить. Как многие тогда говорили, и потом, я думаю, и сам Михаил Сергеевич признал, что это была ошибка. Я верил особенно Язову и Крючкову. Это моя ошибка, и не единственная ошибка. Я вижу теперь. Мы не
Я считаю, была ошибкой Михаила Сергеевича Горбачева, что он отложил подписание на 20 августа. После отпуска он предложил, говорит, давайте отдохнем, пусть документ отлежится. И сразу же после его отъезда Крючков стал плести интриги. То, что именно Крючков планировал эту операцию, для меня это совершенно очевидно, потому что я в последующем ввел комиссию по расследованию деятельности КГБ в ГКЧП. Когда готовились эти документы, уже шли встречи, были, например, такие вопросы. А Янаев знает? Крючков отвечал, Янаев не знает еще, но он будет с нами, он разделяет эти взгляды. То есть, ну вот, говоря на сленге, Янаева вообще первое время пытались использовать в темную. Янаев-то вообще крайним оказался. Я принял на себя обязанности, исполнение обязанностей президента временно, как я уже заявил. И полагаю, что по мере нормализации ситуации в стране мы пойдем на прямые выборы президента Советского Союза в соответствии с теми, так сказать, принципами демократическими, о которых мы говорили. Ключевым событием в подготовке ГКЧП это была, конечно, поездка к Горбачеву в Форос. Мне сообщил начальник охраны, что прибыла группа лиц, которые требуют встречи со мной. Я пошел, чтобы пригласить их, они уже сами поднялись. Хотя нету небывалой бесцеремонности. Был предложен президенту ультиматум передать свои полномочия вице-президенту. Я говорю, прежде чем я начну отвечать на вопросы, я хочу вас спросить, кто вас послал? Ну вот комитет в связи с чрезвычайной обстановкой в стране. Кто его создал? Я не создавал. Верховный Совет не создавал. Кто его создал? Прозвучало требование «подайте в отставку». Я говорю, вы не дождетесь от меня ни того, ни другого. Для меня это стало известно еще в августе 91-го, что Горбачев, когда от него уезжала группа, убеждавшая все-таки возглавлять ГКЧП, он на прощание им вслед бросил. А вообще делайте, что хотите. Мы искали всякие нюансы, а они были. Например, когда мы арестовали ГКЧПистов и тех, кто ездил туда в Форос, они называли такой нюанс. Да как же он был против? Прощаясь с нами, он всем нам пожал руки. Этот нюанс мы запомнили. И задали такой вопрос. Михаил Сергеевич, было такое? А он говорит, было. Зачем? И что вы вкладывали в этот жест, пожимая руки каждому из них? А он говорит, а пожимая, я им хотел показать, что вот я не порываюсь с ними, они могут одуматься. И не идти на эти шаги, потому что я их не поддержал. Вранья было очень много. Единственную правду Горбачев сказал после возвращения, когда он сказал, что правду о ГКЧП я не скажу никогда. Вот это он сказал правду. Я все равно вам не скажу всегда. И никогда не скажу всего. Того, что у президента, так сказать. Это все-таки моя прерогатива. Но моя задача была провести, сохранить и спасти этот политический курс. И по сегодняшний день говорят, и существует мнение о том, что нет, Горбачев негласно поддерживал ГКЧПистов, что он не был там изолирован, что он, значит, ждал, чем все это кончится и так далее. Один из телефонов поднимаю, по которому я в кабинете как раз сидел, работал. Поднимаю, не работает телефон. Поднимаю вторую, третью, четвертую, пятую. Нет, поднимаю внутренний телефон. Все, выключено, все, изолирован. Я как-то верил больше Михаилу Сергеевичу, когда он говорил, что телефоны отключены. Я думаю, это вот домашний арест совершенно очевидный. Мне так кажется. Да не был он арестован. Вы знаете, когда мы зашли на дачу, я смотрю телефон. Я подошел к телефону, снимаю трубку, коммутатор отвечает. Я говорю, девушка, соедините меня, пожалуйста, с Ельциным. Она говорит, одну минутку. Бах, соединяет. Нет, я думаю, его разыгрывали в темную. А он, возможно, опять же, это домыслы, возможно, ждал, куда повернет корабль. Он все знал, потому что каналы информации у генерального секретаря всегда строились на принципе параллельности. И выбрал для себя такую тактику. Ну ладно, вы хотите, рискуйте, я подожду, чем закончится. И я считаю, что этот вывод достаточно обоснован. Когда Горбачеву сказали, что ну вот давай, Михаил Сергеевич, ты устал,
Значит, отдыхай, ни о чем не заботься. Мы кое-что попробуем сделать и немножечко вроде как исправим эту ситуацию. Возьмем ее в свои надежные руки. И Горбачев сказал, ну попробуйте. Версия о том, что Горбачев был за действия, которые совершили ГКЧПисты, она существовала официально, и мы ее отрабатывали. И, во-первых, убеждаясь в изоляции его в Фаросе, чисто объективно все это допрашивая массу людей, которые не были вовлечены во все эти заговоры, во всю эту перипетию. Это были простые исполнители, которые как раз объективно со стороны все это видели и могли. У нас не было обнаружено каких-то фактов, что он разделял их там взгляды и был готов их поддержать или был готов уйти в тень, дать им возможность реализовать их планы. Этого не было. На самом деле это чушь собачья, это 28 раз это доказано. Просто даже иногда это обидно слушать и смотреть. Я надеюсь, что очень мало желающих в это поверить. На мой взгляд, все-таки это была изоляция. На мой взгляд, Горбачев не знал, что это планируется. Но в момент, когда они это спланировали, он считал, что вдруг у них получится. Он не хотел сжигать мосты. Его, в принципе, более-менее устраивал любой результат. Поэтому, на мой взгляд, вот это его действие, там, пожатием всем руку перед тем, как они уезжали, это вот чисто Горбачев и та логика, в которой он находился в тот момент. Тяжелые уроки. Лично для меня тяжелейшие. Это просто моя тяжелая драма. У меня было ощущение такое двойственное после этого. Во-первых, я почувствовал, что вот сегодня мы живем в другом государстве реально. Потому что Союз развалился, и никакой власти нет союзной. Потом это буквально на экране телевизора мы видели, когда Ельцин Горбачева за ручку привел и поставил его перед фактом, что КПСС запрещена, да? Горбачев обращается к нему. Борис Николаевич, может быть, мы обсудим этот вопрос с вами позже отдельно? Нет. Борис Николаевич торжествующе на камеру, подписывает указ о распуске КПСС, демонстрируя свою личную победу, свое торжество над Горбачевым. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. И остался голенький Горбачев с ядерным чемоданчиком. Вот и вся советская власть. Был шанс сохранить союз в конфедеративной форме. Но после путча, конечно, это стало уже невозможным. После путча уже Украина заявила, что им надо провести референдум, спросить мнение украинцев. И, в общем, процесс пошел, конечно, в другом направлении. Российское государство, выбравшее демократию и свободу, никогда не будет ни империей, ни старшим, ни младшим братом. Оно будет равным среди равных. Как мы распорядились итогами августа, это отдельная тема. Я думаю, что недостаточно эффективно. Это незавершенная буржуазная революция не могла закончиться ничем иным, как некими половинчатыми, промежуточными, межеумочными решениями. Сегодня задним числом мы можем спрашивать, было ли это революцией или нет. Я считаю, что революция была возможной, но очень недолго, буквально несколько дней, 1-2 недели, когда власть действительно попала в руки интеллигенции. Казалось, что вот сейчас все препоны преодолены, все эти консерваторы скоруслые типа Лигачева посрамлены, и теперь вот начнется движение куда-то вперед, в сторону рыночных реформ, демократии. Свойственное для нашей истории состояние незавершенности. Незавершенности реформ, незавершенности революции, незавершенности еще чего-то.
Наверное, к этим событиям тоже можно применить вот такую оценку. Эйфория была непродолжительной. Ясно было, что победить-то победили, а что дальше делать неизвестно, потому что очевидно было, что страна еще до путча, а еще сильнее благодаря путчу, из-за путча, оказалась в ужасном состоянии. Путч закончился, а экономика от этого лучше не стала. И это было понятно всем серьезным людям. И именно поэтому главный вызов, на который первое лицо должно было ответить, что делать в экономике страны. Нужно было как-то выползать, потому что там в кармане-то блоха на аркане, там закрома Родины были абсолютно пусты. Просто в штопоре была страна. Поэтому очень быстро информационная повестка дня, она сместилась с темы победы, такой эйфорической, на тему, что же будет дальше.